Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, и это «Ужасные новости». Главное событие уже прошлых выходных – это, конечно, успешное контрнаступление вооруженных сил Украины. Контрнаступление, которое долго анонсировалось украинской стороной, долго его ждали, долго российская сторона смеялась о том, что никакого контрнаступления на самом деле не будет. В итоге началось оно и случилось, и успешно завершилось, наверное, по крайней мере, этот его этап совсем не в той части фронта, где его все ждали. В то время как в Херсонской области ничего такого сверхъестественного не происходит, Украина смогла на другом фрагменте фронта, на другом фланге целиком освободить Харьковскую область. Те территории, которые еще весной в ходе первых этапов войны были оккупированы российской армией, теперь освобождены. И Американский институт изучения войны зафиксировал, что за эти 5 дней в ходе интенсивной стадии контрнаступления вооруженными силами Украины было освобождено больше территорий, несколько квадратных тысяч километров, чем российская армия смогла забрать себе, начиная с апреля. То есть, иными словами, если мы сравниваем наступление двух сражающихся армий, то преимущество в темпе совершенно очевидно на этой неделе на стороне вооруженных сил Украины. И, как многие считают, это такой психологический перелом в ходе войны, когда все больше и больше людей сомневаются в том, что Путин может победить, и все больше людей верят в то, что в конечном счете Украина сможет свою территорию защитить. Если анализировать, как это контрнаступление стало возможным, то здесь эксперты по военному делу выделяют несколько факторов. Во-первых, у российской стороны элементарно не хватает живой силы. Россия все еще воюет в рамках того, что официально называется специальной военной операцией. Пресловутой мобилизации нету, и мы еще об этом поговорим. Кажется, ее просто технически невозможно безопасно для российских властей провести. И это означает, что у Украины, которая мобилизацию провела и которая сражается за свою землю, за свои города и за свою родину, у них большое численное преимущество. Воевать даже численным преимуществом против современной армии абсолютно бессмысленно. Если бы украинцы не имели современного оружия, которое поставляется им союзниками на Западе, то, конечно, никаких успехов бы не было. Но Украина и это вооружение имеет. В первую очередь у них есть ракетная система залпового огня и есть артиллерия. Хуже, как отмечают эксперты, все обстоит с бронетехникой. И у России по-прежнему может быть преимущество, разумеется, в авиации. Но, тем не менее, огромная сражающаяся армия Украины, где только в ВСУ 700 тысяч человек и в целом количество мобилизованных доведено до 1 миллиона человек в разных силовых структурах. Вторая причина, почему контрнаступление стало возможным, потому что аналитики военные отмечают, что у российской военной машины нет единого командования. Казалось бы, есть Путин, есть Шойгу, есть Герасимов. У них, судя по всему, не так все хорошо в этой прекрасной троице. И, кроме того, на фронте отдельно действует еще подразделение частных военных компаний, в частности, печально известная ЧВК Вагнера, которая теперь уже открыто возглавляется Евгением Пригожиным. Он фактически об этом публично заявил, сделал такой камин-аут на этой неделе как раз. Этих людей примерно 5000 человек, и они российской армии вообще не подчиняются. Они, если делают кому-то доклады, то, судя по всему, напрямую Путину, минуя всю вертикаль армейских генералов. То же самое происходит с Росгвардией, вообще с бывшими внутренними войсками, которые сейчас командует бравый генерал Золотов, с прикомандированными к ним тикток-силами, пиар-силами Кадырова, которые, конечно, больше видео записывают, чем реально воюют. И Кадыров, кстати, по нашей информации, старается изо всех сил сохранить лояльные ему войска в неприкосновенности, не растратить их на этой войне, как если бы он что-то, в общем, знал о будущем Российской Федерации, к чему-то как будто бы готовился. Вот весь этот конгломерат очень разнородных сил, они пытаются как-то единый фронт держать, и у них, как видно по Харьковской области, это получается не очень хорошо, и на Донбасском направлении тоже у российской армии, у всех этих группировок не такое хорошее положение. Украина пытается и там тоже
контратаковать, например, в направлении Лисичанска. Министерство обороны Российской Федерации сорвало много лулзов, комментируя отступление в Харьковской области, потому что спикер Коношенков, официальный представитель российской армии, заявил, что на самом деле это вовсе не отступление, а речь идет о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Над этим все смеются уже, в общем, открыто. И в том числе, конечно, такого рода поведение российской армии и поведение российских политических начальников, лидеров сталкивается уже с открытой критикой со стороны самых последовательных, оголтелых, праворадикальных сторонников войны. Они говорят, воевать надо не так, воевать надо совсем по-другому, дайте порулить. Как они собираются порулить, тоже сегодня еще обсудим. После отступления российских войск, после того, как было огромное количество людей захвачено в плен украинской армией, и они показывают эти кадры довольно ужасающие, как выглядят пленные. Тут есть этический момент, да, по конвенции по защите прав военнопленных. Вообще эти интервью с пленными — это вещь, которую как-то не очень рекомендуется цитировать, и мы тоже не будем этого делать, пытаясь сохранить в нынешних военных условиях какую-то журналистскую этику. О чем мы можем говорить? Это то, как российские власти решили отреагировать на поражение, которое им было нанесено на фронте. Они начали наносить удары, ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры. Официально по объектам инфраструктуры двойного назначения, то есть в частности по теплоэлектростанциям, которые, конечно, могут использоваться как для того, чтобы поддерживать нормальную жизнь гражданского населения в городах, так и для того, чтобы, делать проводить какие-то военные операции, питать сети электропоездов, и так далее. Всегда можно сказать, что, конечно, все, что касается электричества и воды, это все двойное назначение, но по сути это нормальный гражданский объект. И это я изучал, как пропаганда оценивает эту ситуацию, как пропаганда реагирует на поражение российской армии на фронте и что она будет говорить дальше. И пропаганда, вы знаете, в лице, например, Скобеевой, она была просто в полном восторге. Они хором говорили: наконец-то мы начали бомбить электростанции. Наконец-то, сказал Олег Царев, такой известный коллаборационист и пропагандист, да, который в Википедии все еще обозначается как, в кавычках, украинский политик. Наконец-то, сказал Царев, мы загоним их в каменный век, их Украину. Мы имеем на это полное право, потому что война, это он, да, так рассуждает, потому что война давно уже идет, они не сдаются. Раз они такие упрямые, значит, пускай пеняют на себя, им же хуже. Хочется верить, что и сегодняшние ночные удары — это только начало. Далее происходящее, проявляя все новые жесты доброй воли, терпеть уже невозможно. Это абсолютно такой человеконенавистнический вой. Российская пропаганда, наверное, все еще думает, что она заботится о каких-то национальных интересах. Они в этой ситуации конкретно, когда они кричали от радости, когда бомбили электростанции, когда нанесены удары по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, и когда город начало затапливать, они были в таком восторге, что наконец-то началось, что они ждали такой тотальной войны, все эти полгода, что в принципе, здесь такая черта уже пройдена, может быть, уже давно все эти черты пройдены, но российская пропаганда превратилась просто в откровенных нормальных фашистов, которые ради страха за свою власть, за свои зарплаты, за то, чтобы можно было дальше сидеть в Останкино, они просто призывают людей, в том числе гражданских, оставлять без средств к существованию и говорить, что во всем виноваты американцы или Зеленский, или кто-то еще. Можете послушать Скобееву или любого другого пропагандиста и сами услышите, насколько это человеконенавистническая риторика. Если мы дадим заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А если мы ее дадим, они ее не дадут. В России постоянно качается эти чаши весов. Одни говорят: нет, ребята, это просто, профессионалы борются с укронацистами, террористами и прочими неприятными людьми, не беспокойтесь.
посмотрите, как живут российские города, как живет Москва, какую рекламу показывают по телевизору, там все нормально, никакой войны нету. И в тот момент, когда российская армия убегала из Харьковской области, Владимир Путин, как вы знаете, занимался тем, что открывал крупнейшее в Москве колесо обозрения. Ну, это очень хорошая какая-то история. Говорят, что колесо потом сразу сломалось и перестало катать куда бы то ни было людей, которые после того, как Путин уехал, это такая, знаете, коррупционная магия. При Путине, при его личном таком императорском присутствии все работает, а как только он отворачивается, все сразу резко ломается. Ну и, конечно, было много всякой иронии по этому поводу, что колесо обозрения, в частности, как некоторые говорили, настолько большое, что с него видно даже то, что происходит в Харьковской области, и кто там куда бежит. Это все тоже приводило, вот другая чаша весов, это те люди, радикалы, которые говорят: нет, мы воюем теперь с НАТО, нам нужна война до победного конца, пускай это будет Третья мировая, сгорим все в пламени ядерной бомбы за Дашу Дугину, за, значит, неоплатоников, за Мартина Хайдеггера, против серфингистов. Да, вот какая-то такая риторика, извините, это я просто вспомнил философию Александра Гелича Дугина. Примерно ради такого рода ценностей для борьбы с Западом нужно устроить такую полномасштабную войну, желательно втянуть туда и всю Россию, и всю Европу, и, если получится, весь мир. Вот. Ну, пока не очень получается, российское общество пока не очень хочет куда бы то ни было мобилизовываться и считает, что все более-менее идет по плану, раз уж Путин говорил, что это всего лишь специальная военная операция. Военкорам не понравилось, что в Москве салют на День города, пока Россия терпит поражение, пропагандистским военкорам. Ну и Кадыров в свойственной ему манере решил помочь президенту. Президент сам не справляется, по всей видимости, вот Кадыров должен его все время защищать. Он пригласил этих, значит, людей, работающих на российскую пропаганду, на разговор и потребовал, чтобы они, значит, вот не критиковали вышестоящее руководство. Если кто-то и может критиковать российское начальство, то это, возможно, только сам Кадыров, который еще раз говорит про мобилизацию. Другим ответом на военные поражения стали массовые призывы российских политиков, если так можно сказать про них, что это политики, начать какую-нибудь мобилизацию. Круче всего выступил Геннадий Зюганов, который сказал, что России нужна мобилизация. Потом представители КПРФ сказали, что нет, Геннадий Андреевич имел в виду другую мобилизацию, когда мы все напыжились из-за войны, когда вот общество мобилизовано, а не когда всем повестки пришли. И представитель КПРФ сказал, что все, кто будет извращать слова Геннадия Андреевича Зюганова, этих людей просто надо казнить. Мне кажется, очень человеколюбивая партия. Помнится, я за нее по умному голосованию, кажется, проголосовал. Извините. Но какие были, с другой стороны, варианты. Ну и, конечно, главный ястреб, сокол, финист и прочее, значит, птицеводство Рамзан Ахматович Кадыров, он сказал, что он, как гражданин и патриот, считает, что нужно немедленно провести мобилизацию. Вот этот человек извиняться ни за что не стал. Он, конечно, значит, за такую реальную военную мобилизацию, когда всем приходят повестки. И вы знаете, я бы, если честно, посмотрел на то, как эта мобилизация в реальных условиях в Российской Федерации проходит. Те, кто хочет мобилизации, мне кажется, это все шпионы и враги, значит, Владимира Владимировича Путина, потому что любой реальный человек, имеющий отношение к тому, как устроен какой-то менеджмент на земле в России, как происходят какие-то реальные события, как происходила перепись населения, как проходят выборы, вот эти последние выборы тоже в сентябре сейчас проходили, муниципальные и губернаторские, прекрасно знают, что все эти массовые мероприятия организационные в России держатся на вранье, приписках и лживой статистике. И если вы захотите призвать кого-то в армию, это означает, что, ну, как вы себе это представляете, да, вот насильная мобилизация в современной России. Вот в район, московский район Бирюлево входит, значит, группа вооруженных людей, начинают вламывать двери в квартирах и всех брить машинкой, значит, и говорить, что сейчас ты поедешь умирать в Украину. Как вы думаете, насколько эффективным будет этот процесс, как много желающих будет в такой армии воевать и насколько Российская Федерация вообще эту мобилизацию переварит? Мне это кажется абсолютно фантастическим сценарием. Я считаю, что да, российские власти достаточно безумны, чтобы на мобилизацию пойти в какой-то момент времени. При этом их что-то удерживает до сих пор от этого шага,
потому что Путину придется тогда действительно объявлять войну, а это означает, что он как бы уже проиграл, он уже скоро будет 7 месяцев, как он ведет свою операцию, так называемую. Он такой хирург, оперирует там что-то постоянно, какую-то грыжу кому-то, возможно, самому себе вскрывает. И тут выясняется, что это война была, оказывается. Теперь нам нужна мобилизация. Во-вторых, просто вот этот репрессивный аппарат, он в итоге, мне кажется, перегреется. Он перетрудится, и проблем от мобилизации у российских властей будет гораздо больше, чем они могут получить пользы на фронте. В этом отличие от украинской мобилизации, там тоже есть, конечно, принудиловка какая-то, но вообще люди понимают, за что они воюют. Российским гражданам объяснить, за что же им нужно теперь воевать, за какие такие ценности нужно умирать, мне кажется, уже не получится. Это, кстати, довольно любопытным образом это прокомментировал Евгений Пригожин, уже упоминавшийся, который заявил, что если он не будет вербовать заключенных для того, чтобы они шли убивать украинцев в составе ЧВК, то это будет означать, что вам придется, он обратился к россиянам, вам придется отправить на войну умирать своих детей. Выбирайте, зэки или ваши дети. Ну тут, конечно, все скажут, конечно, зэки, вроде как их не жалко. Это видео, которое обошло все интернет, оно выглядит действительно как постановочно рекламный промо-ролик Евгения Пригожина. Вот такой он большой патриот. Такой у него есть карт-бланш, видимо, непосредственно от президента. Законы ему нипочем. Он может в нарушение всех мыслимых правил Российской Федерации вербовать солдат прямо на плацу, вот на площадке, где заключенные докладывают, там, рапортуют о себе. Вот он их собирает, они строятся, и он им рассказывает, какие замечательные самолеты есть у ЧВК Вагнера, как, значит, они прекрасно воюют, какие большие зарплаты, и как можно оказаться на свободе, еще если повезет и выжить, то и разбогатеть. К законам или там, не дай бог, к Конституции это никакого отношения не имеет, но зато это интересный способ набирать людей, готовых умирать. Подумайте, да, насколько хорошо идут дела у Российской Федерации, если такие видео нужно пускать в интернет, вообще, если нужно вербовать заключенных в тюрьмах, теперь это уже как факт никто, кажется, не отрицает. Один мой украинский друг сказал, что еще некоторое время назад, пытаясь проанализировать, что же случилось, он пришел к выводу, что на Украину напала тюрьма. Во всех смыслах тюрьма народов. Помните, когда-то это такое пресловутое клише про Российскую империю. Тюрьма как место, где процветают такие блатные понятия, блатные законы. Ну и вот еще и Пригожинская тюрьма, просто как люди, набранные на войну, буквально в тюрьмах. В описании этого видео и нашего YouTube-канала вы теперь можете найти ссылку на наш Boosty. Через него у нас наконец-то будет возможность легально собирать донаты из нашей любимой Российской Федерации. Я не буду вам все истории о том, как мы работаем и как мы, в частности, пишем репортажи из России, рассказывать. Да, это чуть-чуть такая секретная тема, возможно. Но хочу вам сказать, что если вам нравится то, что мы делаем, если вы хотите, чтобы мы продолжали нашу работу, то ваши донаты будут очень важными, а мы будем стараться в том числе эту площадку, связанную с донатами рублевыми, развивать и давать там дополнительный контент для наших подписчиков. Спасибо за ваши пожертвования. Новости международной политики. 15 сентября президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Узбекистане. И вы знаете, это была очень интересная встреча. Западные наблюдатели хором сказали, что как-то Си не очень рад Владимира видеть. Предыдущее совместное какое-то заявление двух стран на высшем уровне было в начале февраля до войны. Тогда у западных разведок была информация, что китайцы настоятельно не рекомендуют Владимиру Путину начинать полномасштабное вторжение. И Олимпиада еще была, да, такой приятный момент, уже забытый в нашей жизни. И тогда, значит, Китай и Россия заявили о том, что между ними есть вечная дружба,
взаимопонимания, процветания, сотрудничества и все в таком духе, как в таких, знаете, пышных оборотах, как любит китайская дипломатия. На этот раз заявление было гораздо более умеренным. На этот раз заявление было гораздо более умеренным. Никакой вечной дружбы у нас уже теперь нету. Есть отдельные поводы для сотрудничества. Но и Путину пришлось на встрече в Самарканде прямо-таки отчитываться перед китайскими коллегами о том, что, вы знаете, мы понимаем ваши вопросы и сомнения по поводу происходящего в Украине. Ну, он, наверное, говорит на Украине или связанного с Украиной. Мы готовы эти сомнения и вопросы обсуждать. Давайте дальше развивать наши отношения. Вот когда Путин это говорил, было понятно, что впервые за все месяцы войны нашелся кто-то, кто настолько ясно сказал президенту Российской Федерации, что война никому не нужна, что ему даже пришлось отчитываться об этом публично. И западная пресса, мне кажется, очень доходчиво говорит, что с таким партнером, как Китай, Российская Федерация далеко не уедет, потому что китайцы будут, у них нету каких-то, в отличие от Запада, у них нет каких-то, знаете, сантиментов по поводу прав человека или по поводу, не знаю, альтруизма, не дай бог, еще какого-то. Китайцы хотят получить свое в виде, в первую очередь, дешевого сырья, которое будет поставляться с большими скидками из России, потому что больше это сырье поставлять некуда на мировых рынках. Ну, топливо в первую очередь, пресловутый нефть и газ наши любимые. И на этом все. Ни военной помощи, ни политической помощи со стороны Китая в этой войне Россия может не ждать. Продолжается преследование нашего друга, автора «Новой газеты» Европы» Леонида Гозмана. Его второй раз заключили под стражу, найдя на этот раз в живом журнале в 2013 году какое-то якобы отождествление Советского Союза и нацистской Германии. И вот задним числом эти законы были про то, что отождествлять ничего нельзя, были приняты российскими властями гораздо позже. Задним числом 72-летнего не очень здорового человека, который не испугался в Россию вернуться, когда он уже был объявлен иноагентом, несмотря на многочисленные предупреждения о том, что ему лучше этого не делать. Его теперь собираются вот так, ну, по всей видимости, до бесконечности таскать по спецприемникам, арестовывать на 15 суток раз за разом, возможно, перевести все это в какую-то сферу уголовного преследования. Ну и, кажется, российских властей здесь, в общем, ничего не смущает. Если ты открыто говоришь, что ты думаешь по поводу происходящего в Украине и по поводу качества российской политики, находясь в России, то, по всей видимости, будет как с Гозманом, это все уже превращается в личную месть. Интересно, да, что здесь государственные интересы слились с интересами тех радикально настроенных так называемых патриотов российских, ну скорее фашистов, называя вещи своими именами, а совсем не патриотов, которые всегда призывали Гозмана преследовать, потому что он в первую очередь еврей. Вот он еврей, он им не нравится, он выглядит не так, говорит не так, и этого человека, это их была мечта, нужно прижать к ногтю. Вот сейчас, когда этого человека таскают, когда Леонида Яковлевича таскают по тюрьмам фактически, да, спецприемник это все-таки такая маленькая тюрьма, мечты самых оголтелых российских антисемитов сбываются. И у меня есть вопрос к государству Израиль. Ребята, а вы же дружите с Владимиром Путиным? У вас же какие-то отношения есть, да, вы общаетесь на высшем уровне. А вы не хотите поинтересоваться, как преследуют, в том числе даже ваших граждан на территории Российской Федерации, и в том числе людей, которые подозрительно выглядят для радикально настроенных ультраправых? Вам это ничего не напоминает? После Владимира Путина все хотят немного повоевать, протестировать силу своих беспилотников, своих пушек, посмотреть, кто здесь самый крутой. Этот человек, российский президент, нормализовал войну, и теперь все хотят играть вот в эти танчики. Да, знаете, вот как в игре World of Tanks, только теперь у нас всякие авторитарные правители на постсоветском пространстве этим развлекаются с участием живых людей. Разваливается, оказывается, абсолютно нефункционально вот этот замечательный ОДКБ, который вроде как такой аналог НАТО во главе с Россией, но Россия явно занимается своими делами. Официально эта организация называется Организацией договора о коллективной безопасности, а в начале года на фоне
на фоне событий в Казахстане, трагедий в Казахстане, все шутили, что это организация дедов, крадущих будущее. Такая правильная расшифровка. И вот сейчас на этой неделе Армения запросила у этой замечательной организации помощи в контексте нового этапа конфликта, войны с участием Азербайджана. Азербайджан на этот раз показал, что, в общем, кто здесь такая более богатая армия, более сильная. Они атаковали, ссылаясь на, как обычно, никто же просто так не атакует, всегда нужны какие-то провокации. Значит, вот Азербайджан заявил, что со стороны Армении были многочисленные провокации, и поэтому он будет атаковать и обстреливать города, находящиеся не только на территории Карабаха, вокруг которого идет многолетний конфликт, много десятилетий, но и города, находящиеся в глубине армянской территории, типа Джермука, например, который вот к Карабаху никакого отношения уже не имеет и находится в 100 с лишним километрах от Еревана. На этом фоне в Армении опять начались протесты о том, что Пашинян слишком мягко действует, не отвечает какими-то полноценными военными мероприятиями на эту угрозу. Но вроде бы на сегодняшний день Азербайджан и Армения решили договориться опять о каком-то перемирии. Слава богу, любое перемирие в таком контексте, конечно, лучше, чем бесконечные провокации и война. Этот конфликт очень тяжелый. Несколько лет назад я однажды в «Новой газете» попытался, знаете, с таким энтузиазмом неофита, поскольку, понятно, у меня, как у всех, есть друзья армяне, друзья из Азербайджана, друзья из Турции. Вот я решил, что почему бы нам не быть такими медиаторами, да, и как-то людей на фоне обострения ситуации очередной помирить. Естественно, из этого ничего не получилось. Естественно, мне все сказали со всех сторон, что я идиот и ничего не понимаю. И, по всей видимости, это тоже так и будет. Глядя на такие ситуации, глядя на ситуацию вроде войны, этой затянувшегося конфликта, 30-летнего конфликта Армении и Азербайджана, можно представить себе, что ждет нашу страну после того, когда эта война закончится, вне зависимости от того, даже кто в ней победит. Просто взаимная ненависть на много поколений вперед, бесконечные новые конфликты, да, и совершенно невозможность разговаривать и находить каких-то медиаторов, посредников. Это все происходит в Карабахе, это все происходит в Косово, о чем недавно замечательно написала наша корреспондентка Дарья Козлова. Почитайте, если вы не видели этого текста. Это наше будущее с вами, и это будущее тоже, в общем, было сделано решением Владимира Путина 24 февраля. К новостям культуры. Мне кажется, самое прекрасное событие этой недели — это повесть о настоящей крепкой мужской дружбе. Было два человека, вы знаете, враждующих, находящихся по разные стороны баррикад. Это, с одной стороны, знаменитый петербургский депутат Виталий Милонов, наш главный борец с ЛГБТ-угрозой в Российской Федерации, автор многочисленных законов, заявлений и также большой поклонник, если вы помните, такого святого отца Пегидия. А с другой стороны есть Антон Красовский, про которого недавно наши коллеги из «Медузы» написали большой обзорный текст, где вспоминали какой-то сложный, ранимый, творческий человек, который попал в плохую компанию. Павел Лобков очень мило закончил этот текст, заявив, что Антону нужно было что-то большое, теплое, и поэтому он решил прислониться к мобильным крематориям. И вот эти два человека, понимаете, вот Виталий и Антон, они ведь враждовали всю жизнь, потому что ведь Антон в какой-то момент времени сказал, что он гей, а Виталий очень не любит геев. Но на этой неделе они помирились. Они написали очень трогательные посты в своих телеграм-каналах, что наконец-то мы, несмотря на то, что мы такие разные, мы вместе, мы в одном окопе, мы против этой, западной заразы, мы бьемся за наших пацанов. Вот. И мне кажется, пускай каждая история, понимаете, конфликтов заканчивается вот таким образом, как у Виталия и Антона. Остается только порадоваться за этих двух молодых людей. И наш любимец Владимир Рудольфович Соловьев, поддержанный в данном случае тоже нашей любимицей Марией Захаровой, большой интеллектуалкой, умницей, дипломаткой, если так можно выразиться, они, провели расследование
этой публикации Рейтер про Красовского и пришли к выводу, что это не просто травля, но информационная атака. Давайте посмотрим. Информационная атака на Антона Красовского по всем фронтам. За что? Просто за то, что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит исходя из своего образования, уровня. Он фантастически талантливый человек. Мальчик в трусиках официально найден. Им оказался Антон Красовский. Я считаю, что вот особенно после того, как Милонов подружился с Красовским, официально все в прошлом, да, все обиды ушли в прошлое, у нас теперь появляется такая должность главгея. Можно даже, если вам больше нравятся такие более пеjoративные названия, можете даже использовать какое-то вот другое название, вот глав кто-то. Да? Значит, и вот это вот в стране есть только один разрешенный гей. Он должен обязательно ходить в кепке с надписью Z, и тогда его никто не трогает. Но остальным не так повезло. Вот, например, смотрите, футбольный клуб «Локомотив» подписал, значит, бразильского футболиста, у него там какое-то сложное бразильское имя, но бразильцы любят сокращать свои имена и придумывать такие себе прозвища. И вы понимаете, этому человеку не повезло, он назвал себя Педриньо. Вот его никто не просил, а он так себя подписал. И администрация футбольного клуба заявила, что ей не нравится такое прозвище. И сам Педриньо сказал следующее. Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но в руководстве сказали, что это не очень. Не очень. Потому что типа гей, голубой, поэтому они решили это не использовать. Вот мне кажется, должен быть только такая одна квота. Вот понимаете, вообще пропаганда ЛГБТ должна быть полностью запрещена. Депутат Хинштейн за это сейчас борется, Володин за это борется, возможно, и Греф тоже скоро подключится к этой борьбе при помощи цифровизации. Но должен быть один такой королевский гей. И он у нас есть. Спасибо, Антон, за вашу работу и за вашу деятельность. Небольшое у нас разнообразие новостей сегодня. С одной стороны, новости с фронтов, а с другой стороны, очень специфические новости российской культуры и культурной жизни. Тем не менее, если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, читайте наши материалы на сайте «Новая газета Европа». Там можно нам задонатить. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и до встречи в следующую субботу.